Сегодня наша встреча посвящена вопросам повышения производительности труда. Безусловно, от этого сегодня зависит и технологическое развитие, и рост дохода граждан, и, конечно, устойчивость в целом российской экономики. Если посмотреть на данные за последние 5 лет, то в целом год к году показатель рос чуть меньше, чем на 1,5%. Вот как увеличить эту цифру? Какая сегодня есть синергия между бизнесом и властью? Какой есть опыт у компании? Ну и, конечно, какие задачи сегодня стоят перед всеми нами, мы и поговорим в рамках нашего формата. Пара слов о нем. Мы будем в формате выступлений сегодня общаться с вами и в формате питчинг-сессии. Как раз компания расскажет о своем опыте с презентациями. Ну и сейчас для открытия и вступительного слова я приглашаю на эту сцену заместителя председателя Российской Федерации Александра Валентиновича Новака. Добрый день, дорогие друзья. Хочу от имени правительства Российской Федерации поприветствовать всех участников форума, посвященного важнейшей теме производительность труда. И прежде всего хотел бы поблагодарить губернатора Красноярского края Михаила Михайловича Котюкова, который пригласил нас в гостеприимный Красноярск, большую команду из федерального центра, и предложил провести такое мероприятие совместно с Министерством экономического развития. Здесь сегодня присутствует министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, его команда, присутствуют представители федеральных органов исполнительной власти, представители бизнеса, социальной сферы, инфраструктурных наших команд, которые помогают обеспечивать, работать в направлении производительности труда. Я хочу всех поприветствовать и сказать, что вначале хотел бы, что тема очень важная для правительства, в целом для нашей экономики, и особое внимание этой теме уделяет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И вы знаете, что в рамках указа о национальных целях одна из задач, которая поставлена сегодня перед страной, это создание условий для устойчивого роста нашей экономики. И один из национальных проектов, который утвержден правительством Российской Федерации, он называется «Эффективная конкурентная экономика», и он как раз посвящен этой цели. И одна из задач, один из федеральных проектов этого большой цели, большого национального проекта, посвящена как раз производительности труда. И я хотел бы вначале также напомнить, что мы об этом говорили, особенно в последние дни, когда подводили итоги за первый квартал работы нашей экономики, что за последние 3 года наша экономика выросла более чем на 10%, и в 2023 году рост составил 4,1%, в 2024 4,9%. В прошлом году у нас темпы закономерно нормализовались, плюс 1%, и это отражает переход от восстановительной фазы к сбалансированному росту. И, конечно, на что хотелось бы обратить внимание, это на те ограничения, которые необходимо преодолевать для того, чтобы обеспечить темпы роста экономики в соответствии с траекторией устойчивого динамичного роста. Один из факторов – это рынок труда. И, как вы знаете, сегодня безработица в России составляет 2,1%, и это исторический минимум. По оценке Министерства труда, при действующей социально-демографической модели, фактически мы приблизились к структурному пределу. Что это означает? Это означает, что дефицит кадра сегодня является одним из ограничителей экономического роста. И по прогнозу Министерства экономического развития, Министерства труда, к 2030 году дополнительная потребность в работниках для нашей экономики составит порядка 3,1 миллиона человек. В ближайшие 5 лет в связи с выходом работников на пенсию предстоит заместить около 11 миллионов рабочих мест. И хотел бы подчеркнуть, что это вызов не на длительном горизонте, а конкретно это вызов сегодняшнего дня. И без решения этого вызова мы не сможем обеспечить те цели и задачи, которые стоят по выполнению национальных целей развития, по обеспечению устойчивого экономического роста. По поручению президента правительство разработало и утвердило план структурных изменений российской экономики. Этот документ объединяет 68 ключевых мероприятий, более 250 дополнительных мер.
В том числе это и национальные модели целевых условий ведения бизнеса. И важный первый центральный раздел плана – это изменение структуры занятости и обеспечение гибкости труда. Логика здесь следующая. Необходимо высвободить кадровый ресурс из низкопроизводительных секторов и направить ее в приоритетные отрасли. Приоритетные отрасли – это отрасли высокотехнологичные, с высокой добавленной стоимостью. Это обрабатывающая промышленность, информационные технологии, креативные индустрии, туризм. Ну и вы знаете, у нас утверждены 9 национальных проектов, посвященных именно технологическому лидерству. Это как раз те направления, которые необходимо обеспечить высококвалифицированными кадрами в ближайшее время. И важно, что в условиях ограниченных трудовых ресурсов, здесь вот переходим уже к нашей важной теме сегодняшнего форума, приоритетной задачей является рост производительности труда. Это предполагает комплекс как технологических изменений, таких как роботизация, использование искусственного интеллекта, внедрение современных цифровых технологий, современных адаптивных технологий, беспилотных систем, программного обеспечения повсеместно в нашей экономике. Ну и, конечно, это решение организационных вопросов, оптимизация процессов, внедрение бережливых технологий, исключение избыточной отчетности, снятие административных барьеров. Безусловно, мы понимаем, что это тонкая работа, в которой необходимо учитывать и специфику конкретной отрасли, и особенности на конкретных предприятиях. Итогом работы по повышению гибкости рынка труда и его производительности должно стать изменение структуры занятости. Как я уже сказал, это перераспределение ресурсов трудовых из сфер, где требуется оптимизация, в сектора, требующие притока занятых. И задача обеспечить кадрами отрасли технологического лидерства стратегические инвестиционные проекты. Как уже Александр отметил, в последние 5 лет производительность труда в России росла неплохими темпами, в среднем 1,4%. Последние 2 года даже более высокими темпами, в 2024 году плюс 4,6%. Необходимо, безусловно, в соответствии с задачами, поставленными президентом, сохранить эту динамику. Поэтому от точных проектов адресного производственного консалтинга, выстроенного в предыдущие годы, необходимо переходить к работе с отраслями и экономикой в целом. Ну, как вы знаете, у нас запущена работа, еще была в предыдущей реализации национального проекта по росту производительности труда. Был создан федеральный центр компетенций. В каждом субъекте Российской Федерации созданы региональные центры компетенций. Около 8 тысяч предприятий прошли через эту работу. Сегодня дополнительно к этому запущена работа отраслевых центров компетенций, совмещающих отраслевую экспертизу и инструменты бережливого производства. В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» сформировано 17 отраслевых программ повышения производительности труда, 11 в реальном секторе экономики и 6 в социальной сфере. Они охватывают около 55 миллионов человек, более 2/3 занятых в экономике. С прошлого года в контур работы по повышению производительности труда включены все учреждения бюджетной сферы. Президентом поставлена задача к 2030 году охватить 100% государственных, муниципальных, региональных, федеральных бюджетных учреждений. Это порядка 120 тысяч таких учреждений. Большая работа уже, как я сказал, велась и предстоит еще впереди такая достаточно масштабная работа. Вот по тем завершенным проектам, которые уже реализованы, можно отметить, что выработка выросла в среднем на 58%, сроки производства сократились на 32%, избыточные запасы на 30%. Ну и понятно, что за этими цифрами стоит работа большого количества предприятий. И главное, что потенциал высвобождения и переориентации кадрового ресурса за счет отраслевых программ мы оцениваем создаст примерно возможности примерно потенциал
дополнительно 3 миллиона рабочих мест. Эта цифра практически совпадает с прогнозным кадровым дефицитом. Есть отраслевые программы, и мы считаем, что это не просто инструмент повышения эффективности отдельных предприятий. Это, по сути дела, управленческий ответ на главный структурный разрыв российской экономики. Уважаемые коллеги, очень считаю символичным, что наш форум сегодня проходит именно в Красноярске. Красноярск сегодня занимает первое место в Сибирском федеральном округе по уровню производительности труда. В крае уже 73% запланированных предприятий вовлечены в проекты по повышению производительности труда. Сегодня мы услышим конкретные практики от наших крупнейших компаний: Россети, СУЭК, Русгидро, Норильский никель, Русал и другие. Здесь ведется в этих компаниях большая работа, и мы хотели бы услышать от наших коллег и предложения по совершенствованию этой работы на федеральном уровне, и что нужно сделать для того, чтобы эту практику распространить, в том числе и в целом на страну. Хочу особо подчеркнуть, без активного участия регионов повышение производительности труда эта задача не может быть решена. Именно на уровне субъектов Российской Федерации формируется реальная производственная и кадровая повестка. Здесь работают предприятия, действуют центры занятости, реализуются программы переобучения, выстраивается взаимодействие с образовательными организациями. И, на мой взгляд, регионы – это ключевое звено между федеральными целями и конкретным результатом на предприятии. Сегодня в проекты по повышению производительности труда включены все 89 субъектов Российской Федерации. Понятно, что динамика и глубина этой работы разная. Лидерами становятся те регионы, где руководство лично вовлечено в работу, где созданы и эффективно работают региональные центры компетенции и где выстроены прямые меры поддержки предприятий. И прошу глав субъектов рассматривать участие в национальном проекте не как ведомственную задачу, а как один из приоритетов экономической политики региона. От качества этой работы напрямую зависит способность территорий обеспечить рабочими местами растущие отрасли, удержать квалифицированные кадры и сформировать устойчивую базу для экономического роста. Уважаемые коллеги, в ближайший год мы перейдем к третьей версии отраслевых программ, расширим периметр на финансовый сектор, общественное питание, производство пищевых продуктов и напитков. И переориентируем все мероприятия на прямые метрики. Это снижение фактических трудозатрат и замещение кадровой потребности. И управленческая задача номер один на ближайшие 5 лет – конвертировать организационные и технологические улучшения в реальный кадровый ресурс, который необходим экономике страны и для достижения национальных целей развития. Сегодня в рамках форума нам предстоит обсудить предложения в паспорта отраслевых программ повышения производительности труда в сфере топливно-энергетического комплекса и промышленности. Это базовые для российской экономики отрасли, и от того, насколько амбициозно будут сформулированы целевые показатели, мероприятия, метрики этих программ, во многом будет зависеть и общий результат этой работы в целом. Прошу всех участников подойти к этому обсуждению предметно, с конкретными предложениями и обоснованными показателями и готовыми решениями. Желаю всем успешной работы сегодня на форуме. Спасибо. Спасибо, Александр Валентинович. Прошу занять место в зале. Мы чуть позже еще к вам обязательно вернемся за комментариями. И позже, опять же, услышим как раз презентации коллег, о которых вы сейчас говорили. Но прежде предоставляю слово министру экономического развития Максиму Геннадьевичу Решетникову. Давайте поговорим об этом чуть подробнее. Добрый день, дорогие друзья. Я действительно в развитии того, что сказал Александр Валентинович, может быть, несколько там уже с примерами чуть-чуть и с инструментариями. Ну, в целом, все действительно так у нас. Ключевое ограничение сейчас это рынок труда. Александр Валентинович об этом сказал. И, конечно, среди всех
инструментов решения этой проблемы. Главное — это рост производительности труда, то, чему мы уделяем самое пристальное внимание. Разработаны, вторая уже версия программ, она охватила 55 миллионов занятых в экономике. Задача 3 миллиона человек, мы это называется так, компенсация кадровой потребности. То есть мы не говорим о том, что это люди, которые высвободятся, мы говорим о том, что это люди, которые внутри предприятия будут перемещены на какие-то другие задачи или которые отработают, что называется, большую новый заказ, да, и за счет внутренних процессов повысится производительность. Но, разумеется, могут быть какие-то высвобождения внутри отраслей, могут быть и должны быть и межотраслевые перетоки. Вот. И, наверное, важно, что из этих 17 программ, которые разработаны, 6 программ относятся к социальной сфере. То есть для нас это тоже было принципиально важно, потому что на предыдущей версии национального проекта мы занимались только реальным сектором, только базовыми отраслями промышленности, но очевидно, что только там сосредотачивать усилия сейчас нерационально, нам нужно в том числе заниматься социальной сферой, и в этом плане это тоже такой посыл, в том числе и в реальный сектор, что если уж государство занялось самим собой, если началось реформирование и повышение производительности труда в образовании, в здравоохранении, в культуре, в социальной поддержке и так далее, это значит, это действительно важно, это значит, этим действительно надо заниматься и заниматься стали всерьез. Вот, и действительно наша социальная сфера, Михаил Михайлович сегодня обещал маленько подсветить на примере своего региона, она действительно пошла вперед. Конечно, темпы очень разные по разным регионам, но тем не менее мы видим, что технологии бережливки внедряются, организационные изменения пошли у нас по некоторым отраслям, прямо так сказать, самый передовой, в том числе и московский опыт, берется и формируются и крупные образовательные холдинги сейчас. Вот, и это все позволяет как раз в первую очередь сокращать административно-управленческий персонал, а поскольку он в фонде оплаты труда достаточно такую видимую долю занимает, это позволяет перераспределять ресурсы на основные процессы, образовательные процессы, связанные с медицинскими услугами, и так далее. Вот, и в этом плане еще раз подчеркну, что это свидетельство того, насколько мы считаем это важным, насколько мы готовы системно и упорно работать над ростом производительности труда. Что касается промышленности, действительно сегодня у нас в фокусе обработка и ТЭК, при этом это такая крайне важная часть нашей экономики. Обработка и ТЭК — это 25% ВВП, это 18% занятых. Вот, поэтому и это 1,1 миллион из 3 миллионов человек той самой компенсации кадровой потребности. То есть, в общем, 35% всей производительности труда, они зависят от этих двух программ, которые мы сегодня будем обсуждать. Да, и, наверное, в заключении такой общей картинки у нас одна программа пока до конца не закончена, но она, наверное, самая потенциально эффективная. Это программа по торговле. Мы сейчас с Минпромторгом очень детально это обсуждаем, и там мы тоже видим очень большой потенциал, но он как никогда завязан на такие структурные изменения в этом секторе. Возвращаясь к теме обработки, наверное, в первую очередь, у нас обработка в последние годы лидировала, она у нас в среднем за 5 лет производительность росла в 2 раза быстрее, чем в среднем по экономике, но в то же время обработка такая очень собирательная группировка, поэтому если идти вглубь, то мы видим, что производительность труда в разных подотраслях и отраслях обрабатывающей промышленности сильно отличается. Если взять ту же цветную металлургию, которая характеризуется и фондоемкостью большой, инвестициями, то производительность в расчете на занятого 11 миллионов рублей на человека. А если взять легкую промышленность, то она у нас меньше миллиона рублей на человека. Поэтому понятно, что надо заниматься в первую очередь, это вопрос повышения производительности труда в отстающих отраслях. Но в то же время, если мы посмотрим, то даже в самых передовых отраслях с хорошими средними показателями всегда внутри есть предприятия, которые, скажем так, ощутимо отстают, и ими тоже надо заниматься. При этом мы исходим из того, что какой-то дополнительной мотивации сейчас предприятиям заниматься этими вопросами не надо, ситуация и так непростая, и
курс рубля, и давление издержек, и конкуренция с импортом. В общем, по всем направлениям предприятиям действительно приходится неплохо, приходится постоянно работать над своей конкурентоспособностью, думать о росте прибыли или о сокращении затрат. Вот, поэтому мотивация есть, задача государства здесь дать некий сервис, который должен работать на нескольких уровнях. Но первый сервис — это по большому счету бережливое производство. У нас в правительстве даже была такая достаточно большая дискуссия, а нужно ли в новый нацпроект брать бережливое производство, потому что многие говорили, делаете госконсалтинг, приходите на предприятие, за бюджетный счет, объясняете предприятиям то, что они и так должны делать. Вот. Лично я считаю, что мы потенциал бережливки и внедрения бережливых технологий не исчерпали, и не только в социальной сфере, и в промышленности в том числе. Хотя действительно с 2019 года очень плотно этим занимаемся, очень много сил туда потрачено. Федеральные центры компетенции, региональные центры компетенции созданы, люди обучены. И многие люди уже поменяли работу, предприятия у нас охотно используют наши региональные центры компетенции как, кладезь, кладовую кадров, откуда можно всегда взять готовых людей. Это, в принципе, нормально, мы стараемся воспроизводить кадры. Но потенциал точно не исчерпан, потому что мы, как правило, все посещаем лучшие предприятия, и ваши предприятия, коллеги, вы здесь присутствуете. Но вы ситуацию в своих отраслях знаете и прекрасно знаете, что далеко не все все-таки у нас предприятия пока вышли на эту планку, поэтому бережливкой надо заниматься. Более того, на новом этапе на бережливку уже смотрят по-другому. Бережливка — это уже не только цифровизация, это уже и роботизация, и это требует опять пересмотра процессов, опять выпрямления процессов. Дорогой капитал заставляет по-другому взглянуть на все то, что связано с обороткой, все то, что связано с незавершенным производством, с лишними складами и так далее. Поэтому нам кажется, что это по-прежнему актуально. И в общем и целом есть даже запрос от предприятий дать возможность и еще раз, что называется, поучаствовать. Даже те, кто в 2019-2020 году участвовали, у всех по-разному. Где-то культура прижилась, и у многих очень прижилась, но все-таки есть предприятия, где собственники сменились, менеджмент сменился. А то, что не получилось один раз, есть запрос попробовать второй раз, и, наверное, это правильно. Мы сейчас подготовим, мы к Александру Валентиновичу вынесем наше предложение. Думаю, что это будет правильный шаг. Ну а в целом работа, еще раз подчеркну, идет на 3 уровнях. Первый уровень — это адресная работа, внедрение бережливого производства. И здесь мы тоже должны сейчас сделать следующий шаг. Очень перспективным представляется работа по сквозным потокам. Мы на примере сложной машиностроительной продукции с Минпромом отрабатываем вопрос, на примере Казанского авиастроительного предприятия, производства Ту-214, там стоит такая большая задача перейти от сборки 3-4 машин в год к 20 машинам в год, и это, конечно, требует перестройки не только организации работы на самом заводе, но и всех подрядчиков. И это перестройка и технологическая, и производственная, и в том числе финансовая, потому что мало сказать головному предприятию: производи 20 машин в год, вот тебе, распоряжение правительства, вот тебе программа государственная. Это все надо подкрепить финансами, сделать нормальные контракты, и эти контракты дальше распространить на субподрядчиков, субсубподрядчиков и так далее, и так далее. Поэтому мы эту тему отрабатываем, и она такая достаточно сложная и в финансово-экономическом плане, и в технологическом плане, но именно она дает нам возможность реально повысить производительность труда, в первую очередь через рост загрузки, разумеется, сделать по сути теми же мощностями, почти теми же людьми, с каким-то расширением, не 3-4 машины, а 20 машин. И на самом деле такая же задача может и должна решаться во многих сложных отраслях и для сложных видов продукции, и в судостроении. У нас, кстати, и авиапром, и судостроение отнюдь не лидеры в производительности, у них производительность даже ниже, чем в среднем по машиностроению. И то же самое в энергомаше должно решаться, и по другим отраслям, где мы должны идти от заказа, от твердого заказа, и дальше это делать. Кстати, многие вещи требуют еще и законодательного разрешения. У нас, например, в тех национальной модели улучшения условий ведения бизнеса, национальной инвестиционной модели, о которой Александр Валентинович сказал, у нас есть поправки в Гражданский кодекс, мы сейчас вносим и включаем туда в договор
возможность платы за отказ от исполнения договора. Иными словами, это вот реализация механизма take-or-pay, вот, и она важна не только там энергетикам в сетях, она также важна и производственникам, когда бы заказчик мог четко давать задачу на производство и поставку новой продукции, а если что-то пошло не так, реально компенсировал бы те инвестиции, те убытки, которые у производителей возникли. Это тоже позволит в том числе и повысить производительность труда. У нас сейчас такой закон уже на вносе в правительство. Я думаю, что мы получим поддержку правительства и тоже пойдем в Думу, это возможности создаст. Вот. Второй уровень, о котором надо, наверное, поговорить, это внедрение массовых решений. Все-таки у нас и промышленность состоит из многих малых и средних предприятий, до которых адресно не дойдешь, там не всегда это экономически оправдано. Вот. Но там надо внедрять коробочные решения, там нужно внедрять типовые решения, там нужно учить в том числе и малый и средний бизнес работе с приложением искусственного интеллекта, с теми решениями, которые есть. Это все тоже обладает большим потенциалом. У нас, например, только в промышленности 70 тысяч предприятий запланировано к внедрению коробочных решений. Ну и, наконец, на третьем уровне это системные регуляторные меры. Мы тоже понимаем, что когда наши ведомства начинают, так сказать, предметно заниматься производительностью, они на втором-третьем шаге выходят по большому счету на программы развития соответствующих отраслей, потому что производительность это просто один из ключевых критериев конкурентоспособности, а дальше начинают вылазить все проблемы, которые в отраслях есть, будь то, не знаю, налоговый арбитраж, например, да, когда у нас малый и средний бизнес по разным причинам находится в иной налоговой среде, чем крупные предприятия, и зачастую выгоднее дробиться, чем формировать действительно там крупные системные производства. Например, проблема вылазит серого импорта. Да? Ну как можно легпрому повышать производительность труда, если у нас с вами, мы понимаем, значит, на рынке и так далее идет такой поток товаров, с не всегда уплаченным в полном объеме НДС и так далее. Вот поэтому мы сочетаем все вот эти проблемы, которые есть в отраслях, еще накладываем на те крупные системные изменения, которые сейчас поддержаны и реализуются правительством, тот же план обеления экономики, те же изменения в налоговой сфере, и считаем, что одно другое сейчас очень сильно поддерживает. Поэтому большой пласт этих крупных решений, которые сейчас принят, он тоже направлен на повышение производительности труда. Ну и одновременно с этим есть, конечно, и отраслевые вопросы, которыми мы долгое время занимались. Взять ту же энергетику, сейчас уже потихоньку к ТЭКу перехожу, да, тема ресурсоснабжающих мелких организаций, да, которых мы там надробили, которые забирали выручку и так далее. Но мы же с вами понимаем прекрасно, что там нет никакой производительности. И то, что мы всегда подталкивали последнее время к укрупнению ресурсоснабжающих организаций, в общем и целом это тоже было движение к росту производительности труда, которое дальше надо поддерживать. Потому что производительность это не только выработка на человека, да, там еще есть третий фактор, это качество услуг, качество, безопасность, он все равно присутствует. Мы не можем только в двух плоскостях работать, выработка на человека, потому что тогда наши эти мелкие ТСОшки самые эффективные, у них стол-стул, и все, и больше и производственного персонала нет. И те же самые проблемы у нас не только в крупной энергетике, у нас в сфере ЖКХ. С нашей точки зрения мы несколько перешли эту грань, когда сказали, что все частное хорошо, везде должен быть малый и средний бизнес и так далее. В ряде случаев нужен эффект масштаба, да, и поэтому, когда у тебя там, не знаю, на каждой мелкой котельной, значит, какая-то своя ООшка мелкая, значит, и горизонты очень короткие, и регулирование очень короткое, да еще и зачастую недорегулирование, но это все выживать не может. Поэтому надо стимулировать все-таки формирование во многих сферах более крупных компаний, неважно, будь они частные, будь они там ГУПы. Честно говоря, у меня предубеждения против ГУПов особого нет. Не сказать, что государство, когда оно занимается реально хозяйствованием, уж настолько сильно хуже, чем частный сектор. По крайней мере, в таких достаточно простых отраслях,
Вот. В общем и целом государство вполне способно хозяйствовать. Конечно, в инновации нам лезть, наверное, не надо, как бы, да, вот, хотя мы там аккуратно венчурным капиталом тоже как-то участвуем, но уж точно как бы в выработке тепла и электроэнергии, ну, не бином Ньютона, если руководители сами погружаются и сами занимаются, ну, опыт Москвы, вот, например, показывает, да и других как бы крупных субъектов, что в общем и целом все получается, и на этих крупных организациях производительность достаточно высокая. Поэтому через программы производительности как раз есть возможность системно заняться этими вопросами. Ну и, конечно, если говорить о сфере ТЭКа, мы всегда так очень аккуратно к этому подходим, потому что все-таки это действительно, ну, во-первых, существуют компании, которые давным-давно и далеко впереди нас с точки зрения производительности, там учить крупные нефтедобывающие компании или наши там крупные компании, занимающиеся разработкой угольных месторождений, что такое производительность и как ей заниматься, не надо. Они давно и системно, вы давно и системно этим занимаетесь. Вот. Но в то же время помогать в изменениях, которые идут, ну, наверное, точно придется, потому что та же проблема угля, мы понимаем, это не проблема угля как такового тоже, как бы, там, зачастую, это проблема конкретных регионов, которые удалены от рынков сбыта на большие очень расстояния, это проблема конкретных там, энергетического угля, там, а не коксующего, неотранситов и так далее. Но всем этим надо предметно заниматься, у нас есть ряд поручений, там, в том числе и по... Мы сейчас оптимизируем процедуру банкротства, у нас такая мега-задача стоит с тем, чтобы была возможность до банкротной санации списания убытков. Это тоже то, что позволит перегрузиться предприятиям, что-то заведомо там с амортизированной старой мощности закрыть, но с тем, чтобы остались вот эти вот нормальные новые мощности, они во многих сферах, и в той же угольной сфере их достаточно много, и в общем и целом, пройдя процедуру реструктуризации определенной, списания части долга, они вполне могут работать и могут работать эффективно, даже с тем транспортным плечом, которое есть. Поэтому здесь вот все уже зависит дальше от отраслевых программ, где, насколько, как, в каком объеме наши отраслевые министерства найдут вот эти решения, а мы со своей стороны, с одной стороны, расширяем постоянно им этот инструментарий, с другой стороны, действительно у нас создана мощная сеть поддержки федеральных центров компетенции, региональных центров компетенции, которые способны с конкретными предприятиями разбираться. Работа на уровне правительства находится на особом контроле. Здесь слова благодарности Александру Валентиновичу, потому что все 17 программ прошли через него и прошли, в общем, уже как бы, ну, как минимум по 2, а многие еще и по 3 раза. То есть мы постоянно это донастраиваем и дальше будем так двигаться. Сегодня Александр Валентинович сказал, что вот сейчас закончим утверждение программ 2.0, они параллельно с этим мы все реализуем, то есть мы не занимаемся только бумагами, разумеется, мы все мероприятия, все министерства занимаются, центры компетенции и так далее. Но дальше, конечно, мы должны расширять охват и понимать, как бы улучшать метрики и донастраивать механизмы. В общем, коллеги, сейчас действительно от производительности труда зависит в том числе и траектория роста нашей экономики, зависит ключевая ставка, потому что показатель безработицы является одним из ключевых для Центрального банка, когда он принимает решение по ставке, и мы постоянно обсуждаем, и, конечно, как только мы, так сказать, предъявим, да, видимые результаты того, что ситуация на рынке труда начинает, ну, как-то немножко отходить от того минимума, который сейчас есть, это даст очень серьезные аргументы для более, может быть, более активных решений в этой сфере тоже. Поэтому, дорогие друзья, сегодняшнее мероприятие для нас очень важно. Спасибо большое, Михаил Михайлович, Александр Валентинович, что так вот собрали такое внимание. Вот мы, как министерство, которое по поручению правительства является штабом этого процесса, максимально открыты ко всем вашим предложениям. Спасибо. Спасибо, Александр Геннадьевич. Сейчас приглашаю на эту сцену Михаила Косюкова, губернатора Красноярского края. Михаил Михайлович, каков же опыт региона именно в социальной сфере с точки зрения повышения производительности труда? Спасибо большое. Я, в первую очередь, коллеги, хотел всех приветствовать здесь, в Красноярске, в самом центре России, на берегах нашего могучего Енисея, в Национальном центре России. Спасибо. Александр Валентинович, Максим Геннадьевич, спасибо, что поддержали идею провести. Я считаю, что я знаю, что у вас серия федеральных таких совещаний по разным аспектам проблем производительности, но ключевое промышленность и энергетика, это, конечно, здесь центр России, это Красноярск. Безусловно, мы все прекрасно помним, что
Кликер забыл, все помнили, а он уже не знает. Что Все, получилось. На зеленую кнопку. и по промышленности, и по энергетике, конечно, потенциал Красноярского края сегодня во многом определяет не только темпы развития Сибири, а во многом влияет на общестрановые достижения. Экономика Красноярского края, почти половина у нас это промышленность в том или ином виде, а в бюджете 60 с лишним процентов это социальная сфера. Поэтому у нас не было никакого варианта в размышлении, делаем или не делаем. Вопрос только состоял в том, какие темпы преобразований мы ставим перед собой. На самом первом этапе нацпроекта 150 крупных предприятий в него включились. Не все, может быть, сами хотели, но сегодня все довольны. И по оценкам коллег из Минэкономразвития, 60% участников превысили ту самую 5% планку роста производительности труда. Я, конечно, считаю, что 5% это очень мало. Это ничтожно мало, это статистическая погрешность, которую, конечно, нужно пренебречь. Но это первый опыт, который мы получили. Это первое касание, первый вкус, и дальше, конечно, должно это реализовываться. Наш центр компетенции, региональные коллеги считают там в пятерке лучших в стране. Мы очень этим гордимся, мы очень этим радуемся. Но очень важно, что у нас практически 300 человек прошли обучение как инструкторы, и 3500 человек как те, кто непосредственно этим занимается в производстве. Социальная сфера, я уже вызовы сказал, мы начали со здравоохранения, я о нашей практике скажу позднее. Почему здрав? Огромная отрасль, самая бюджетоемкая, 160 миллиардов в год мы вкладываем в здравоохранение, в конце года отрасль приходит с долгами. Поэтому без вариантов больницы первые пошли в задачи повышения качества управления, повышения качества показателей. Мы видим первые примеры. Нам пока этого недостаточно, хотя казалось бы 105,3, там 122, вроде бы это немало, но пока это не то, что необходимо. 50 малых предприятий пошли в проект, 8 выросли для средних. Считаю, что это неплохой результат, чтобы также коллеги нас оценили, это лучшая федеральная практика, но, конечно, этого мало. Это только лишь стартовый капитал. Теперь просьба о болях. Посмотрите, это график нацпроекта. Вот так не спеша мы должны включать учреждения социальной сферы в нацпроект. Считаю, что это недопустимо долго. И планку эту правую с 30-го нужно двигать, конечно же, вперед. Мы себе по образованию поставили 28-й. Будем стартовать в 27-м более масштабно. Всех остальных нужно притягивать вперед. Мы должны к 30-му не просто, чтобы наши учреждения коснулись темы производительности, а чтобы мы уже получили опыт, чтобы мы уже зафиксировали результат, чтобы наши руководители школ, больниц выходили, как сегодня руководители предприятий, говорили, а мы знаем, зачем мы это сделали. Мы уже поняли, что не только мы поняли, но и будущие наши специалисты, школьники и студенты знают, почему они хотят работать в таких учреждениях социальной сферы. Поэтому для себя мы сделали программу «Бережливый регион». Абсолютно все отрасли должны быть в нее максимально включены уже в этом году. У каждого отраслевого руководителя, у каждого министра должно быть базовое, подопечное 1, 2, 3 предприятия, учреждения, которые на своем примере попробуют все лучшие коробочные решения, лучшие федеральные практики. И сможет вокруг себя эти решения дальше распространить. Поэтому наша амбиция 2800 организаций по всем ключевым проектам должны пройти. Социальная сфера. Несколько примеров. Я буду сокращать, понимаю, что мы перебрали по времени, но я в каком смысле рекламирую. У нас дальше секция «Круглые столы», и там более детально наши коллеги, кто это прошли на себе, расскажут, покажут, ответят на практические вопросы. Мы начали с той самой гигиены, о которой говорили сегодня коллеги из Сибура. В образовании 59 школ посмотрели, на что тратится время, кроме как контакт учитель с учеником. Катастрофическое количество каких-то локальных нормативных документов. Кто-то придумал какие-то отчеты, которые сегодня, похоже, никто не читает. Что будет, если мы их отменим? Первая реакция – катастрофа, что-то произойдет. Попробуем? Попробовали, ничего не произошло плохого. Ничего плохого не случилось. Оказывается, можно снизить на 20% административную нагрузку на педагогов и отдать это время ученикам. Можно упразднить какую-то работу, которая никому не нужна для администраторов? Можно. Что это позволит сделать? Это позволит быстрее перейти к масштабированию этих практик и к масштабированию, собственно, наших учреждений. Следующее. Это были городские школы. Теперь мы поехали на село. Сейчас любого подними, спроси, есть учителя? Скажут, нет учителей. Давайте посмотрим предметно, что такое нет учителей. У нас есть нормы, в общем, федеральные. Сколько учеников, на сколько учителей должно приходиться. Дальше говорим, ну вот учеников там 10 вместо 30, поэтому туда математик не поехал. Все понятно, ну и в соседнем 10, и через дорогу еще 10. Но на троих-то получается 30, и вот он один человек, у которого либо работает на треть ставки и получает треть зарплаты, либо мы его будем возить, но он будет получать полноценную зарплату. И дети при учителях, и учителя при зарплате. То есть это, что называется, тот самый вин-вин.
Мы пробуем, у нас получается не в теории, это получается на практике. Приходят учителя, приходят директора, приходят уже дети, которые говорят, да, это то, что мы можем себе позволить. Соцзащита, 70 с лишним миллиардов рублей. Огромное количество получателей мер поддержки. Каждый второй житель края так или иначе получает разные меры поддержки. Федеральные, региональные, муниципальные, неважно. Что мы сделали? Мы соцработникам выдали браслеты. Мы сегодня понимаем, кто, где, у кого, сколько времени провел. Надо бумагу писать отчетную? Не надо. Что произошло? 40% увеличения выработки, повышение удовлетворенности потребителя. То, что нам нужно было, безусловно. Мы переходим в онлайн, мы сокращаем время на различные отчеты, мы повышаем качество работы государства с человеком. А это тот самый контакт, та самая жизненная ситуация, в которой человек касается государства и по этому контакту понимает, как государство заботится об этом человеке. Прекрасный федеральный проект GosQR в МФЦ. Люди любят МФЦ. Это, в общем, новость. Думали, что уже цифра оттуда всех убрала. Ничего подобного. Люди любят МФЦ, люди ходят в МФЦ. Но мы сегодня даем возможность тем, кто хочет сэкономить время, сократить свои издержки, этого добиться. Можно это сделать? Можно. Даже если ты пошел в МФЦ, ты там проведешь в 2 раза меньше времени. Это означает, что у тебя останется в 2 раза больше времени для других важных задач. Поэтому это тоже считаю, что хороший, интересный кейс, с которым должны справиться. Понятная, низковисящий плод абсолютно. Централизация бэк-офиса. Можно это делать? Многие стесняются. Можно совершенно. Сделали. 120 учреждений соцзащиты перевели в одну централизованную бухгалтерию. Что произошло? Ничего плохого не произошло. На треть выросла интенсивность труда бухгалтеров. Что-то поменялось в работе учреждений. Всем стало легче жить. Не думают уже теперь про то, как провести закупки. Выходим в соцучреждения, смотрим. 15 закупщиков, 10 бухгалтеров, 15 планировщиков. До врачей руки не доходят, денег не хватает, все съели администраторы. Поэтому эти программы, точно коллеги говорили, не просто будут влиять на количественные показатели в отчетах финансовых. Они должны показывать реальное увеличение качества работы соцучреждений с теми людьми, для которых эти учреждения созданы. 3 практики здравоохранения. Все уже сказал. Огромная отрасль, огромная инфраструктура, огромные издержки, много недовольных. Чего мы добиваемся? Мы сокращаем время ожидания плановой госпитализации за счет оптимизации внутренних процессов. Мы сокращаем нахождение человека в стационаре. Как известно, стены сами по себе не лечат, там особо залеживаться не нужно. Получил и дальше можешь переходить в более комфортные условия. Все это делается без ухудшения качества оказания медпомощи и позволяет нам существенно лучше загрузить дорогостоящую медицинскую инфраструктуру. То же самое в стационарах краевой больницы. Время ожидания уходит. Главный принцип бережливого производства. Быстро – это медленное движение, но без перерыва. Поэтому это точно нас приводит всегда в заданную цель. Не суета, а медленное осознанное движение, но без перерыва. Поэтому мы убираем перерыв, это самая гигиена. И это позволяет нам делать качественные шаги вперед. То же самое, дорогущая операционная. Но пока там поменялась бригада, пока там ее поменялось, и она в день работает 2-3 случая. Можно больше? Многие сомневались, многие даже боялись. Мы проверили в крупнейшем краевом медицинском центре, который Минздрав федеральный считает одним из лучших в стране по практике работы. Оказывается, можно. Это не страшно. Это позволяет... Посмотрите, что такое в 2 раза больше операций на столе? Это означает, что люди ждут операцию в 2 раза меньше. Для многих это критически важно. И при этом мы увеличим общее количество и пациентов, и законченных, как говорят, медицинских случаев. Поэтому это точно для всех нас возможность, не возможность сэкономить, а возможность заработать. Возможность заработать людям заработную плату, а нам всем уважение наших потребителей социальных услуг, наших жителей. Поэтому спасибо большое за этот форум, спасибо, что мы все здесь. И приглашаю всех на экспертные отраслевые обсуждения. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Михайлович. Но я сейчас думаю, что самое время подвести итоги. Александр Валентинович, приглашаю вас уже на сцену, к трибуне. Давайте мы завершим форум. И ваше заключительное слово. Друзья, аплодисменты. Готовил в том числе материалы, презентации и руководителей компаний. Мне очень понравились на самом деле презентации. И то, что было сегодня представлено, и то, что наши компании занимаются этим, это только часть, да. Но на что хотел бы обратить внимание, мы все-таки слушали крупные, да, компании промышленности и крупные компании из нашего топливно-энергетического комплекса. Мы можем, наверное, быть уверены и спокойны, что крупные
холдинги занимаются вопросами повышения производительности труда. И спокойно, да? Но задача-то все-таки, чтобы у нас в целом по отраслям эта работа велась. И как сегодня было сказано, по промышленности у нас, по-моему, на слайдах там было 250 тысяч в отраслевой программе компаний, а в энергетике 11, да, Евгений Анатольевич, 11 тысяч. Это совершенно другой масштаб. Поэтому нам, конечно, нужно, чтобы вот эти лучшие практики, они тиражировались и такой инструмент работал. Потому что все-таки, ну, мне кажется, министерство – это те, кто координирует органы в рамках своих отраслевых программ. Но надо, чтобы это работало само по себе. И надо распространять через, как мы договорились, федеральный центр компетенции, отраслевые центры и региональные центры компетенции. У Михаила Михайловича прекрасная презентация. Видно, что опыт в социальной сфере повышения производительности труда отличный. Здесь мы с Максимом Геннадьевичем только что обменялись мнениями. Не все регионы в таком ключе подходят подробно по каждой отрасли, по каждому направлению. Поэтому тоже нужно через коробочные решения, используя опыт лучших регионов, распространять и давать предложения по социальной сфере. По срокам тоже согласен, Михаил Михайлович, что можно сдвинуть влево и посмотреть не только по Красноярскому краю, а по всем нашим регионам. Здесь уже это задача отраслевых федеральных органов власти с учетом зонтичного взгляда со стороны и контроля Министерства экономического развития. Но в целом, на что хотел бы еще обратить внимание в рамках отраслевых программ. Мы действительно проводим сейчас по всем нашим 11 отраслевым программам такие большие совещания и обмен мнением. И по социальной сфере проводим. Сегодня мы рассмотрели две сферы: промышленность и топливно-энергетический комплекс. Михаил Михайлович коснулся еще социалки, что тоже важно, использовать опыт региона. Я бы обратил внимание, что в этих программах, которые мы посмотрели, мне кажется, не очень амбициозные цели стоят. Мы об этом говорили, когда рассматривали сами программы, их утверждали. На этапе их доработки и совершенствования нам нужно посмотреть по более высоким показателям роста производительности труда. Ну вот, например, в энергетике, понятно, несмотря на все вызовы, о которых говорил Евгений Петрович, и трудностях, все равно надо смотреть мировой опыт. Я вот, например, сейчас просто в искусственный интеллект задал вопрос, какой у нас потенциал роста производительности труда в энергетике и в промышленности в России. Ну и он там прочесал интернет, прочитал и написал мне, что в промышленности у нас рост производительности труда к 30 году потенциал от 30 до 50%, а у нас пока стоит 25%, да, в программе. А в энергетике от 25 до 35%. Ну вот у вас там есть, по-моему, мне в 31,5% в плане, это по нефтепереработке, да, по-моему? Да, но надо смотреть по всем остальным, потому что по всем остальным 15% это, мне кажется, мало. 17% средний. Вот, поэтому то есть и гораздо амбициознее, чем я не знаю подсчет. сколько, но вот искусственный интеллект считает, что гораздо больше потенциал. Это первое. Второе. Мне не хватило все-таки в отраслевых программах сравнения с мировым опытом, как раз именно. Мы все сравниваем наши предприятия друг с другом, считаем, что у нас среднеотраслевой показатель – это эталон. И те, кто ниже, те должны подтягиваться к более высоким. Но мне кажется, надо смотреть как на мировой опыт и сравнивать себя с мировыми лучшими практиками производительности труда. И сегодня мы уделили тоже большое внимание в докладе Министерства промышленности по поводу роботизации. Ну, тоже 29 роботов на 10 тысяч человек, по-моему, да, сейчас. Ну, это ни о чем, на самом деле. А будет 145 аж целых к 2030 году. Мне кажется, то, что нам надо в этом плане посмотреть. И более активно внедрять соответствующие роботы, создавать условия для того, чтобы внедрять. Потому что это реально тот потенциал, который будет определять модернизацию и конкурентоспособность наших предприятий. В мире, мне кажется, будет более быстрыми темпами внедряться и роботизироваться технологии, промышленность и так далее. Поэтому понимаю, что это задачи, которые сейчас поставлены, там формировались у нас, по-моему, цифры в 2024 году, да?
сегодня за 2 года мир шагнул в этом направлении вперед очень резко. Поэтому еще раз, мне кажется, нужно вернуться и по количеству роботов. И в том числе с использованием отечественных роботов. Потому что многие наши предприятия, по практике-то я знаю, общаюсь, кто внедряет роботы, используют в основном китайские роботы. Наши роботы, мы научились их делать, у нас есть предприятия, но надо нам их все равно делать конкурентоспособными, создавать такие инструменты по отношению к китайским. И по стоимости, и по эффективности работы. Вот. Ну и в заключение я, наверное, скажу итог. Вот, то, что наши компании сегодня представили в качестве основных, скажем так, направлений повышения производительности труда. Первое, да, если так поэтапно, это, наверное, бережливое производство как основа, как база, организационные мероприятия, повышающие эффективность, снижающие затраты, там, логистику и так далее, складские расходы. Этим должны все заниматься. Этому помогают наши центры компетенций. Но те, кто не попадает под программу, которым за счет там, федеральных денег или денег субъектов Российской Федерации дают соответствующие средства, все равно должны этим заниматься. И мы должны это мониторить и контролировать, и отраслевые наши федеральные министерства, ведомства должны мотивировать и контролировать, чтобы все предприятия внедряли методы бережливого производства. Второе. Распространение лучших практик. Да? Об этом тоже сегодня все говорили. Коробочные решения. Мы их называем коробочными, но на самом деле это некие там, стандартизированные предложения, которые необходимо внедрять. Как в промышленности, в энергетике, так и в социальной сфере. Третье, о чем сегодня говорили. Более активно внедрять технологии искусственного интеллекта, цифровые решения, и я уже говорил о роботизации. Эта сфера еще, как выяснилось, даже нашими крупнейшими компаниями не очень активно используется, а рассматривается как потенциал. Поэтому я здесь прошу, чтобы тоже наши все отраслевые ведомства на это обратили внимание, потому что примеров много внедрения каких-то решений цифровых, искусственного интеллекта, когда производительность повышается в 10 раз, там, в десятки раз. И мы это видим даже, например, я приведу пример в геологоразведке, когда раньше там керны исследовали 3 месяца, несколько человек, а сегодня это делает на базе больших данных, баз данных за несколько там, минут искусственный интеллект. И здесь уже не в 10 раз рост производительности, там, а в 1000, там, не знаю, или во сколько. Поэтому надо это повсеместно внедрять. И, наконец, четвертое, чему уделялось сегодня важное внимание, Михаил Михайлович говорил, коллеги, все, кто выступал, это подготовка кадров, это связь вместе с регионами, с институтами, чтобы без квалифицированных кадров, которые будут работать, использовать современные технологии и разбираться в росте производительности труда, не будет того эффекта, который мы хотели бы получить. Ну и вообще. Поэтому еще раз хочу всем сказать огромное спасибо, Михаил Михайлович, вам за приглашение. Мне кажется, получился очень хороший формат. И будем его и дальше тиражировать. Михаил Михайлович показывает вот так, что да. все получилось. Будем тиражировать. И с учетом того, что сказал Михаил Михайлович, еще поработают, я так понял, наши коллеги, все, кто здесь присутствует, представители компаний, в круглых столах. Мы ждем от вас еще дополнительные предложения, которые мы сегодня там еще не слышали со стороны крупных компаний, федеральных органов исполнительной власти, а от вас мы ждем еще дополнительные предложения. И в заключение хочу сказать, что, наверное, все-таки с учетом важности этой темы вообще производительность труда, мне кажется, это должно стать такой национальной идеей во всех направлениях. И в отраслях экономики, и в социальной сфере. Это вопрос выживаемости, вопрос конкурентоспособности, вопрос нашего развития. Президент этому внимание особо уделяет, председатель правительства. И вот такие мероприятия, они все равно нам дают дополнительный импульс для того, чтобы мы это в том числе не просто обсуждали, а для себя в голове держали, что для нас это важнейшая история, важнейшая тема для нашей страны и для нашей экономики. Спасибо, наверное, это все. Спасибо большое, Александр Валентинович. Персонал не компетентный или недообученный. В Камске, где мы занимаемся как раз развитием персонала и работаем с более чем 30 вузами, и в школах также открыты более чем 24 химических класса.
И, наверное, как итоговый слайд, был запрос на цели 2030, но пока цели 2030 нету, здесь есть цель по 2028 году. И мы себе ставим цель, что 76 текущее наше состояние активов работает в первом квартале, перейдем в 87%, производство будет работать в первом квартале. И за счет этого как раз производственный персонал мы видим уменьшение численности порядка 1000 человек. Спасибо, уважаемые коллеги. В целом по промышленности. Вот замминистра промышленности Михаил Юрин говорил, что у нас почти 250 тысяч предприятий и важнейшую задачу бесплатно причем. Это был мой Совсем следующий вопрос недавно в адрес снизили. Сергея Александровича. Да, ну как ваша социальная такая нагрузка дополнительная. Зато, с другой стороны, вы тем самым еще раз подчеркнете свой уровень как профессиональной команды, которая в этом направлении является одной из лучших. Пожалуйста. Ну что, готовы делиться? Причем, ну, я не то, что готов делиться, мы, да, как компания, мы недавно встречались с коллегами и вместе с Высшей школой экономики как раз делились этим опытом. И мы продолжаем обмениваться этим опытом. И, конечно же, здесь даже добавить нечего, мы просто работаем в этом направлении. Спасибо большое. Но я еще Александр можно, Васильевич, да. немножко хотел бы обратить внимание на тот пример, который был приведен по поводу, как вы же 80 человеками работаете, а 20% у вас в отпусках, либо вакансии. Ну, так можно и до нуля сойти, на самом деле. Ведь если с точки зрения организации производства, у вас всегда в численности должна учитываться дополнительная численность, которая в отпусках. Как можно без отпусков? Не, это безусловно, но это какой-то базовый минимум, там, условно. Там, вот как Михаил Николаевич говорил, до 10%. Больше с этим заигрываться, безусловно, нельзя, потому что там уже будут люди с ума сходить без отпусков и без всего, естественно. Это не очень, мне кажется, правильно. Ведь есть понятие научной организации труда. И понятно, что всегда можно там решить технические решения, экономические. Вот. Но я хотел бы вот к презентации Николая Николаевича несколько комментариев дать. На мой взгляд, тут он очень важную вещь тоже обратил внимание, о которой я тоже говорил в предыдущих комментариях, про нормирование труда. Я знаю не понаслышке, сам там, более 25 лет назад возглавлял управление труда и заработной платы на Норильском комбинате. И насколько профессионально вот на каждом из, там более 100 предприятий входит, да, в систему Норильского комбината, на каждом предприятии есть свой АТИС, отдел труда и заработной платы, куда входят специалисты-нормировщики, которые постоянно занимаются тем, что совершенствуют и условия труда, и эффективность работы, нормирование так называемое. Но не было, что сказано, Николай Николаевич, на комбинате всегда работала система рационализаторства и рацпредложений. Наверняка она и сейчас там есть, я уверен, 100%, как бы. Но это тоже один из эффективных способов, когда каждый работник предприятия имеет возможность подать рационализаторское предложение на повышение эффективности работы на конкретно своем участке, либо в цеху, либо на другом каком-либо производстве. И у него есть мотивация получить от этого экономии, которую считают как раз нормировщики, те же специалисты труда, вместе с планово-экономическим отделом, с бухгалтерией, экономию, которую предприятие получает. И получает в том числе и работник, и инженер-технический персонал, который может подать, и простой работник предприятия. Мне кажется, вот так, это вещь, я не знаю, она работает ли на других предприятиях, на крупных точно наверняка, я думаю, работает и в Русале, и в Сибуре, вот кого мы из коллег слушали. А вот как это распространить на наше большое количество предприятий промышленности, нам надо бы подумать, Максим Геннадьевич, и вместе с Министерством образования посмотреть сегодня подготовку специалистов по труду, как раз этих нормировщиков, которые имеют возможность улучшать производство. Ну, точно там на Норильском индустриальном институте сейчас называется Заполярный государственный университет. Таких специалистов про искусственный интеллект было сказано, хотя я знаю, что
Компания Сибурт у нас одна из наиболее эффективных и самых высокопроизводительных, которая работает над этими вопросами повышения производительности труда. Я думаю, что здесь просто коллеги, наверное, больше еще оценивают тот потенциал, который может быть дополнительно вложен в то, чтобы достичь там более высокого уровня кварталей и производительности. Но мы и так видим цифры какие. От 76% коллеги стремятся к 87%. Это очень высокий уровень. И хочу, что еще отметить. Ведь правильно было сказано о том, что многое зависит от и обучения персонала, и от подготовки кадров, производства, использования современных технологий. Мы знаем, что Сибур строит по самым современным технологиям свои последние все крупные проекты. И вот Амурский газохимический комплекс. Это же самые современные в мире технологии. Да? Куда уж выше там повышать производительность труда, казалось бы. Потому что, наверное, это можно сделать только если, на мой взгляд, применять искусственный интеллект дополнительно к тем автоматизированным системам управления, которые на сегодня уже внедрены, к тем как бы, технологическим линиям, которые есть. Тут, мне кажется, совершенству нет предела. И вот этот опыт нужно распространять. Сибур эффективная компания, крупнейшая, да? Мы бы хотели от вас, может быть, каких-то рекомендаций для того, чтобы ваш опыт можно было распространять в целом по промышленности. Вот замминистра промышленности Михаил Юрин говорил, что у нас почти 250 тысяч предприятий и порядка 10 миллионов человек работает в промышленности. Но не все используют современные методы повышения производительности труда. Поэтому вот ваш опыт, мне кажется, можно было бы использовать в том числе и в отраслевых центрах компетенций, которыми занимаются отраслевые наши министерства, а также в региональных центрах компетенций. Я бы использовался опыт бережливого производства, организации труда и так далее. Поэтому можно подумать, Максим Геннадьевич, вот в качестве предложения, как крупные компании, которые у нас в этом направлении продвинуты, как говорится, чтобы они помогали реализовывать эту важнейшую задачу бесплатно причем. Это был мой следующий вопрос в адрес Сергея Александровича. Да, как ваша социальная такая нагрузка дополнительная. Зато, с другой стороны, вы тем самым еще раз подчеркнете свой уровень как профессиональной команды, которая в этом направлении является одной из лучших. Пожалуйста. Ну что, готовы делиться? Причем, я не то, что готов делиться, мы, да, как компания, мы недавно встречались с коллегами и вместе с Высшей школой экономики как раз делились этим опытом. И мы продолжаем обмениваться этим опытом. И, конечно же, здесь даже добавить нечего, мы просто работаем в этом направлении. Спасибо большое. Но я еще, можно, Александр, да. немножко хотел бы обратить внимание на тот пример, который был приведен по поводу, как вы же 80 человеками работаете, а 20% у вас в отпусках, либо в вакансии. Так можно и до нуля сойти, на самом деле. Ведь если с точки зрения организации производства, у вас всегда в численности должна учитываться дополнительная численность, которая в отпусках. Как можно без отпусков? Нет, это безусловно, но это какой-то базовый минимум, там, условно. Вот как Михаил Николаевич говорил, до 10%. Больше с этим заигрываться, безусловно, нельзя, потому что там уже будут люди с ума сходить без отпусков и без всего. Это не очень, мне кажется, правильно. Ведь есть понятие научной организации труда. И понятно, что всегда можно там снижать численность, но при этом базово, наверное, не исключать социальные вопросы, потому что люди должны ходить в отпуска. Вот это раз. Второе, наверное, не знаю, вот такая практика есть, как нормирование труда. Занимаетесь вы нормированием? Да. То есть у вас есть такие специальные службы, да? Вот. У нас это в рамках бережливого производства, бережливой эксплуатации делается. Там есть как раз именно научно доказанная возможность сокращения численности или увеличения выработки.
Ну, кстати, вы сейчас то, что заметили, Александр Валентинович, Михаил Михайлович, как раз, когда вы, Сергей Александрович, говорили про то, что можно сократить до 50, так с пониманием дело закивал. Бывало такое? Прокомментируйте, Михаил Михайлович. Да, включены микрофоны все. Да, спасибо большое. Да, конечно, бывало. Да, конечно, все это бывает. Но всегда нужно действительно очень трезво, взвешенно. То есть должны быть провокаторы, такие задушевно разговаривающие о детях и так далее. Но всегда, конечно, нужно на это рефлексировать, потому что завтра обрежете штатную до 80, будет ходить 70 на работу. Вот, собственно, все как бы, этим все может и закончиться. Но я, знаете, хотел еще присоединиться к предложению Александра Валентиновича. Вот мы не сговаривались, я себе это записал по итогам выступления. Потом проверить можем, что вы записали. 100% мы скрывать не будем. У нас же есть подразделение Сибура. Да, не самое крупное производство, но здесь есть. Поэтому я смотрю, так себе наматываю. Так этот-то уедет завтра, я понимаю. Но местного-то директора я вызову. Знаешь, и коли он часть Сибура, то эти технологии... Он здесь. Да, я не сомневаюсь в этом. Вот, то мы эти будем сейчас забирать. Почему я считаю это важно? Это и Сибуру будет хорошо, и нам, безусловно, будет хорошо. Во-первых, вокруг любой компании в регионе всегда есть инфраструктура. Всегда есть смежники, подрядчики, партнеры, там, отраслевые какие-то еще. И этот опыт не просто рассказывать там где-то в Японии кто-то сделал что-то, ух ты. Да вот они здесь, мы это все делаем, и я тоже могу так же. Поэтому пример того, что вот у него это делают 50 человек, конечно, пожалуйста, и нужно заниматься. Поэтому спасибо большое. Александр Валентинович, Николай Николаевич сейчас не единожды говорил, снова вернемся к теме искусственного интеллекта, о том, как это важно. Вы, общаясь с компаниями, сейчас просто есть возможность физическая и техническая только 3 представителей послушать именно из промышленного сектора. Насколько сегодня компания вообще готова вкладываться в развитие искусственного интеллекта? И как вы считаете, опыт Норильского никеля, как может быть в дальнейшем применен, может быть, в других регионах нашей страны? Мне кажется, вчера на Ципре, да, в Нижнем Новгороде, Потанин Владимир Олегович на мероприятии Михаила Владимировича Мишустина, председатель правительства, очень подробно рассказывал о том, какие новые технологии искусственного интеллекта внедряются в Норникеле и цифровые решения. И, конечно, компания, ну, на мой взгляд, сама определяет, исходя из эффективности реализации тех или иных технологий и окупаемости, естественно. Я уверен, что Норникель в этом плане выбирает наилучшие технические решения, экономические. Вот, но я хотел бы вот к презентации Николая Николаевича несколько комментариев дать. На мой взгляд, тут он очень важную вещь тоже обратил внимание, о которой я тоже говорил в предыдущих комментариях, про нормирование труда. Я знаю не понаслышке, сам там, более 25 лет назад возглавлял управление труда и заработной платы на Норильском комбинате. И насколько профессионально вот на каждом из... Там более 100 предприятий входит, да, в систему Норильского комбината. На каждом предприятии есть свой АТИС, отдел труда и заработной платы, куда входят специалисты-нормировщики, которые постоянно занимаются тем, что совершенствуют и условия труда, и эффективность работы, нормированием так называемым. Но не было, что сказано, Николай Николаевич, на комбинате всегда работала система рационализаторства и рацпредложений. Наверняка она и сейчас там есть, я уверен, 100%, как бы. Но это тоже один из эффективных способов, когда каждый работник предприятия имеет возможность подать рационализаторское предложение на повышение эффективности работы на конкретно своем участке, либо в цеху, либо на другом каком-либо производстве. И у него есть мотивация получить от этого экономии, которую считают как раз нормировщики, те же специалисты труда, вместе с планово-экономическим отделом, с бухгалтерией, экономию, которую предприятие получает. И получает в том числе и работник, и инженер-технический персонал, который может подать, и простой работник предприятия. Мне кажется, вот так, эта вещь, я не знаю, она работает ли на других предприятиях, на крупных точно наверняка, я думаю, работает и в Русале, и в Сибуре, вот кого мы из коллег слушали. А вот как это распространить на наше большое количество предприятий промышленности, нам надо бы подумать, Максим Геннадьевич, и вместе с Министерством образования посмотреть сегодня подготовку специалистов по труду.
как раз этих нормировщиков, которые имеют возможность улучшать производство. Ну, точно там на Норильском индустриальном институте, сейчас называется Заполярный государственный университет, таких специалистов готовят. Михаил Михайлович, наверное, тоже прокомментирует, как бывший министр, который знает эту систему изнутри. Вот. Есть потребность там в это направление совершенствовать, или у нас все как бы Как говорится, у нас бывших не бывает. Это ответственность на всю жизнь. Поэтому точно совершенно, я считаю, что не только в специалистах по труду, мы дальше пойдем до отраслевых других направлений, там разные специальности есть, но очень важно, вот лучшие практики, которые сегодня звучат, и еще не все мы услышали, вот их уже сделать сейчас частью современных образовательных программ. Вот здорово, что там Норникель показывает в слайдах производительности труда университеты и СПО. Означает, что партнерские вузы и техникумы должны перенимать сегодня лучшие технологические решения и сразу их уносить в образовательные программы. Чтобы техник, мастер, наладчик, кто угодно, выходя из образовательных стен, уже понимал, что по-другому работать невозможно, чтобы его не учили работать до производительности. Он должен сразу быть носителем этих знаний и навыков, и по-другому никак. И тогда он будет ставить перед собой более высокую задачу, вот 5, 10, 22, у него будет сразу 25 стоять. Понимаешь? То есть он должен, да, вот это надо не потерять. Просто мы об этом редко говорим. Мы говорим про экономические показатели, про производственные, но это надо интегрировать в систему образования. Значит, у меня просьба к вам, к руководителю проекта всего, это обязательно сделать частью. Максим Иванович улыбается, все знает, но у нас в образовании легко ничего не бывает. Александр Валентинович, работает, РАЦУХИ есть, называется сегодня по-современному повышение эффективности. Вот также работник любой может подать предложение, даже сразу получить вознаграждение, независимо, будет оно эффективно или нет. Во-первых, это очень важно, видеть людям отношения. Настраивайтесь на большую поддержку денежную, вот, если у вас пойдет эта федеральная программа. Но тем не менее, правильно абсолютно сказал Александр Валентинович, это всегда, во-первых, сплочает коллектив. Коллектив всегда, ну, там, Норильск либо Кольский полуостров сам по себе, да, там особо никуда не денешься, придешь на работу, но важно с каким настроением, важно быть соучастным, да, вот большим проектом, который делает Норникель, там, модернизации производства, строительство новых шахт, фабрик, заводов, да, либо там внедрение подсказчиков высокотехнологичный, искусственный интеллект. Очень важно, чтобы там, ну, и работа оборудования была налажена, потому что это эффекты, которые, как говорится, бери и делай, если люди захотят. Вот чтобы их мотивировать, как раз и существовало РАЦ-предложение, они затрагивают и науку, и просто обычные ремонты. Сегодня это называется программа повышения эффективности, которая действительно измерима, действительно она ведет такое сплочение коллектива, мотивирует на достижение целей. Ну и самое главное, конечно, это тоже выгодная история для обычного работника, еще и кроме медали, грамоты, что, собственно, тоже очень важно, еще и получить хорошее денежное вознаграждение. Вот. И, конечно, это только приветствуется на всех уровнях. Александр, можно еще минуту внимания? Мне кажется, будет интересно, поскольку опыт большой работы на комбинате был в молодости. Директор комбината отправил меня в Бельгию на завод, медный завод по производству анодной меди. Нет, катодной уже, катодной, конечно. Сравнить производительность труда с нашим предприятием, медным заводом. Примерно по производству меди это одинаковые предприятия были, там 250 тысяч тонн меди катодной. А медный завод в Норильске, на нем работало 4000 человек. Мы поехали командой посмотреть в Бельгии, сколько там работает на аналогичном заводе. И как вы думаете, сколько там человек работало? Есть версия? 200. Точка. Вы попали не в знала, точку. честно. Вы просто очень профессиональный человек. Реально в 20 раз, да, 4000 делим на 200, получается в 20 раз. Производительность труда была в тот момент разница между предприятием, которое было построено там в 40-е годы, и современным предприятием, которое было построено уже в конце 90-х там, годов и так далее. Поэтому, конечно, важно не только говорить о бережливом производстве, но и о инвестициях в модернизацию. И тогда это дает существенный эффект. А сегодня, тогда не было искусственного интеллекта. Сегодня еще дополнительный искусственный интеллект дает возможности повысить эту эффективность в разы еще выше.
Ну, конечно, в тот момент, когда мы узнали про такой рост производительности труда, который мог бы быть, это означало, мы должны были 4000 человек уволить. Естественно, никто на это пойти не мог в условиях Крайнего Севера. Это невозможно. Поэтому это такая еще тоже социальная проблема, социальная история, требующая времени для того, чтобы инвестировать в производство и постепенно перераспределять трудовые ресурсы. Но вот у нас потенциал огромнейший на самом деле. И у нас много предприятий, которые еще были построены там, далекие годы, много десятилетий назад. И по эффективности, конечно, с учетом современных технологий, это главный потенциал именно модернизация производства. Николай Николаевич, За это спасибо время, большое. Александр Ильич, как работали, мы все помним, анаричане помнят. Пламенный привет вам всегда передают. Просто не могу не скомментировать. Уже 4000 не работает, 1200 работает. И не 200 тысяч выпускаем, а 350 тысяч меди электролитной. Вот, собственно, мы так, что могли из хорошего, надежного советского предприятия выжили. Но вы правильно абсолютно говорите. Не только Норникель, но вы знаете, у нас есть четкая стратегия инвестировать в новые производства, в том числе и в отношении там, медного завода. У нас большая программа. Поэтому, конечно, это все правильно, все так, и компания движется этим курсом. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Николай Николаевич. Просьба занять место в зале. Завершая первый блок, который говорит про промышленность, у меня сразу вопрос к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Виктор Петрович, мы сейчас услышали, а вы прямо сидя с места и не вставая, можно прокомментировать спокойно. А сейчас были примеры того, какими могут быть способы применения программ повышения производительности труда на разных предприятиях. Вот как вы считаете, что было бы неплохо применять на производствах Алтайского края? Что заберете с собой? Ну, да, действительно. Во-первых, я хотел поблагодарить Александра Валентиновича, Михаила Михайловича за приглашение принять участие сегодня в этом нашем форуме и сказать про то, что эта тема, безусловно, важная, несмотря на то, что уклад экономики в разных наших регионах. Мы собрались здесь, чтобы послушать, наоборот, предложения наших предприятий. То, что вы меня спросили, я как председатель директоров компании Россети очень хорошо знаю. Вот, и мы занимаемся регулированием, то, о чем сказал Андрей Валерьевич, вот внедрение эталонов, которые сделали, и нормативов по территориальным сетевым организациям. Это как раз те мотивирующие решения управленческие, которые государство принимает для того, чтобы компанию мотивировать. Я согласен, что есть, наверное, баланс какой-то, который должны выдерживать при сокращении повышение производительности труда и повышение эффективности работы. Но я бы здесь, ну, наверное, Андрей Валерьевич, везде есть эксплуатация оборудования и опасного оборудования в любой отрасли, и в металлургических предприятиях и так далее. Здесь, безусловно, речь не идет, наверное, когда мы говорим о повышении производительности труда, с тем, чтобы людей сокращать и не обеспечивать эксплуатацию оборудования. Наверное, все-таки речь идет о повышении эффективности и нахождении новых, более оптимизационных способов, которые бы позволяли организационные вопросы какие-то решать, логистические, там, те же складские, о которых мы говорили, вот, так называемые производственные системы, не в ущерб, естественно, там, эксплуатации оборудования и надежности, и безопасности. Это очевидно, наверное. Еще что важно, мне кажется, большой потенциал там, в Россетях по использованию беспилотных летательных аппаратов. Это тоже сокращает там, количество трудозатрат непосредственно конкретных людей. И вы это уже делаете, мы знаем, да, но мне кажется, здесь тоже есть потенциал. И как мы договорились, что у нас в целом будет по сетевому комплексу, по нашей крупнейшей компании разработана и рассмотрена программа повышения производительности труда. Поэтому мне кажется, что есть все равно в любом случае потенциал, но баланс нужно, безусловно, сохранять. Вот, может, еще Максим Геннадьевич хочет добавить. Да, и еще одну тему, мне кажется, у нас, о чем Максим Геннадьевич, наверное, сейчас скажет, у нас много свободных мощностей, которые в том числе эксплуатируются, а мы строим новые. Но это, опять же, недостаток регулирования нашей отрасли. Над этим работаем, но тяжело идет эта история, в первую очередь, из-за позиции потребителей. Вот. Надо ее все равно решать, потому что это тоже огромный потенциал для повышения и эффективности и производительности труда.
Максим Геннадьевич, вам уже пас был передан. Да, Александр Ильич, спасибо. Ну, мне кажется, тоже вот такая постановка, как бы противопоставление надежности и производительности, ну, такой очень упрощенный подход, да. Во-первых, ну, за надежность кто-то должен платить. Мы, Андрей Владимирович, прекрасно с вами знаем, что у вас там система регулирования в сетевом хозяйстве, она такая немножко странная. Государство распределило, как, что, какая должна быть надежность, но за это никто не платит. Это все идет в котел, да, поэтому эти бесконечные два независимые входа как бы в каждый объект, да еще с двух подстанций, вот, а для потребителя это все стоит одинаково. Вот если бы мы дифференцировали в зависимости от категории надежности, что сколько стоит, да, тогда бы сразу выяснилось, что гораздо дешевле не дополнительный вход делать или не дополнительную подстанцию, да, а у потребителя поставить какие-нибудь накопители, которые сейчас совсем упали, как бы, да, значит, какие-то, да не знаю, даже в жилом секторе, да, мы что так за надежность-то бьемся, да, ну, лифты, ну, понятно, наверное, как бы, да, значит, чтобы лифт доехал и остановился, и было безопасно, ну, это не такое большое энергопотребление надо. А поскольку мы все это размазываем на всю экономику, значит, ну, вроде как оно и незаметно. А потом удивляемся, а что так предприятиям сложно, почему такой объем перекрестки постоянно растущий и так далее. Поэтому, мне кажется, здесь большое пространство о регуляторике. Ну и второй момент, все-таки обеспечивать надежность, ну, тоже можно с разным уровнем затрат и с разными подходами. Я понимаю, что вы так немножко обостряете, чтобы мы вам о производительности, а вы нам, значит, о тех правилах, которые вам мешают быть производителями. У каждого своя работа. Ну, согласен, да. Но мы же говорим про синергию бизнеса и власти. Давно у нас Александр Валентинович в пинг-понг нас тоже учат играть, поэтому чемпионы. Вот. Но главное, в ходе этого пинг-понга мы действительно решаем какие-то фундаментальные вещи. Я вот согласен с тем, что как раз решение по опексам, значит, в сетях, то, что мы понятно, как бы решили, да, это большой вклад, потому что долгосрочные условия, теперь у вас есть все бенчмарки, теперь понятно, что у вас эффективность не заберут, Абсолютно, и здесь абсолютно. в этом плане с ФАСом большой был. И нам везде нужно искать вот эти вот решения, у нас есть сейчас, мы под руководством Александра Валентиновича как бы с вами движемся. Я думаю, что мы должны создать такую регуляторную систему, когда все бы зависело от вас. Вот как бы, чтобы у вас были понятные правила игры. Мне кажется, мы там, ну, делаем шаги, по крайней мере. В эту Нет, сторону. здесь абсолютно верно. Большое спасибо. Я не хотел ни в коем случае сказать, что надежность в таком забеге за надежностью мы не занимаемся производительностью труда. Я просто хотел показать, что, наверное, наша структура немножко отличается от, так сказать, традиционных производств. Это вот как, например, пожарников, да, вот производительность труда пожарников как оценить? Опять же, как посчитать ее? Тоже То, с чего вы вопрос, да, начали? как посчитать, где она. Поэтому я просто к тому, что вот даже с точки зрения расчета и Ущерб от методики... пожаров, деленная на размеры пожарной службы. Она сразу приведет к тому, что надо заниматься профилактикой, а не, значит, число пожарных машин и дежурных экипажей. Правильно? Да, я только хотел сказать, что именно поэтому, потому что, ну, наверное, есть определенная специфика, мы поменяли методику, и с 2026 года у нас иная методика расчета, то есть мы все-таки не относительно выручки, не относительно добавленной стоимости, а мы смотрим на производительность труда относительно того количества условных единиц, то есть обслуживаемого оборудования нашими сотрудниками. То есть нам кажется, что для нас это, наверное, правильнее смотреть именно... Если по выручке посмотреть, то мы за год можем 30-40% показывать производительность труда. Но мы же не за цифры, правильно? Мы же все-таки за здравый подход. Спасибо большое. Спасибо, Андрей Валерьевич. Давайте продолжим говорить о практической реализации программ по увеличению производительности труда на предприятиях. На этот раз речь пойдет о СОЭК Красноярск. Приглашаю на эту сцену генерального директора предприятия Евгения Евтушенко. Какой опыт Русгидро в дальнейшем может быть применен в других регионах и, может быть, в других сферах вообще экономики? Ну, я считаю, у Русгидро очень хорошая программа и вообще организация работы по производительности труда. И опыт, который следует распространять, помогать тем, кто отстает. Ну и правильно вот было замечено Сергеем по поводу того, что нужно подходить, как сказали слово, там, холдингово, да, как вот на примере Якутии, чтобы, если есть предприятие базовое, которое хорошо внедряет современные методы повышения производительности труда, обучать этому других, которые входят в периметр компании. Вот это, мне кажется, такой тоже правильный вывод. Ну, а по поводу оттенков, я думаю, что Русгидро прекрасно научилась отделять это все. И тоже нужно делиться опытом.